Да как же ты запускаешься без активации? Но неужели с кабелем теперь играть? А, вы уже здесь? Прошу прощения. Tube 168 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я вам расскажу о Xiaomi-шном геймпаде FlyDG FDG Portable Gamepad. И спойлер, при его использовании ваш аккаунт в PUBG забанен не будет. И до того, как я, как всегда, кратко, быстро и емко о нем расскажу, объявляю новый розыгрыш. 15 апреля я отправлю этот геймпад рандомно одному из тех подписчиков, кто репостнул этот ролик ВКонтакте или Фейсбуке. Фейковые страницы с 10 друзьями не считаю. А чтобы не запутаться, пишите в комментах под видео ссылку на ваш профиль и порядковый номер репоста. Первый, второй и так далее. Пример будет в конце видео. Настройку аппарата я проведу в конце видео. А сейчас кратко 10 фактов о самом интересном, по моему мнению, геймпаде для телефона от Xiaomi. Первое. Стоимость у него более чем бодрая. 2600 рублей или $45 США. Дорого? Еще бы. За эти деньги можно к приставке полноценный джойстик купить, но я все равно считаю, что эта штуковина стоит каждого потраченного на нее цента. И далее вы поймете почему. Второе — это упаковка. Нет, она не придет вам в идеальном состоянии. Конечно, если вы закажете ее DHL, она может и придет не помятой. Но в случае обычной почты эконом-класса, как у меня, углы у вас будут сбиты очень прилично. Дарить можно, но лучше в упаковочной бумаге. Открывается коробка вверх по принципу коробка спичек, ну а дальше плотный, дорогой матово-черный картон. В лучших традициях дорогих аксессуаров от Xiaomi. Помните, как были упакованы их игровые наушники? Вот эта коробка их прямо брат-близнец. Третья — комплектность просто на высоте. Там и мешочек для переноски и протирания девайса, и кабель micro-USB. Здесь небольшая печаль в связи с этим, о которой я расскажу вам позже. Как всегда, программатор для мэппинга, так называемой активации девайса, инструкция и карточка огня для упрощения настройки аппарата. Вот и все, что имеется внутри. Четвертое, весит девайс всего 86 грамм. И относительно того, что, допустим, мой телефон весит 190 грамм, это довольно терпимо. Пятое, влезет по размеру в этот аппарат любой телефон, который в ширину меньше 82 мм. А это практически все, что сейчас продают на рынке данных гаджетов. Мой P20 Pro, который является не самым маленьким телефоном, заходит туда с большим запасом. И механизм защелки позволяет ему быть джойстиком одним целым. Несмотря на хрупкость, люфтов у этого устройства нет. Даже если вы во время игры увлечетесь и станете его довольно крепко сжимать, с ним ничего не случится, и крепление к телефону у него не ослабнет. Шестое — это автономность девайса. Алгоритм подключения я опишу позже, но аккумулятор на 300 мАч при расходе в 20 мАч в час позволяет вам играть около 15 часов, а заряжается девайс где-то часа полтора до 100% зарядки с нуля. Довольно приятным моментом является то, что заряжать его можно одновременно с тем, как вы играете. Седьмое — инструкция на китайском языке. И если честно, даже Google переводчик вам особо с ней не поможет. Зато помогу я. Для версии для Android я вам расскажу и покажу в конце видео, как настраивать этот аппарат с телефоном. Для яблочных девайсов вообще практически ничего делать не нужно и нет смысла описывать. При том, что для яблочных девайсов нужно покупать другие версии этого аппарата. Вы можете посмотреть на Али, когда перейдете по ссылке, которую я прикреплю в описании, где его купить. Там есть еще два аппарата для яблочных телефонов. Восьмое — root в 2 секунды. Фактически вы подключаете устройство, которое упростит вам игру во всех возможных шутерах, RPG и бродилках, ничего не меняя в телефоне. Конечно же, можно еще играть и в гонки, вообще во что угодно, даже в аркады. Не буду вдаваться в подробности, но если бы Xiaomi могли получше в своем превью это объяснить, вы бы поняли, что они сделали то, что другие устройства в большинстве своем могут только с рутованными, проще взломанными телефонами. Девятое — качество материалов. На ощупь джойстик очень приятный, и после первого, не самого хорошего впечатления от того, что он довольно мало весит, и мозг отказывается воспринимать данную пластиковую штуковину как нечто качественное, требуя полкило пластика в руки, да еще и с вибрацией. Потом вы понимаете, что ход клавиш плавный, рука при длительном использовании не потеет, джойстик просто вау. Десятое — задержки нет. Вообще нет, совсем нет. И я знаю, что голубой зуб версии 4.2, но нет ее и все. Игры, кстати, вы можете добавлять любые. Просто закидываете игру в программу и все. Настраивается под каждую игрушку все один раз и элементарно. С основными характеристиками мы закончили. Теперь по настройке. После того, как вы достали девайс из коробки, обязательно зарядите его полностью. Берете инструкцию, QR-код, скачиваете программу, даете все разрешения для того, чтобы ее установить, и все. После этого заходите в настройки телефона, дальше вкладка «Система», далее о телефоне и 7 раз кликаете на номер сборки, пока телефон вам не сообщит, что вы уже стали разработчиком. Далее
Нажимаете на вкладку «Настройка», «Система для разработчиков» и в разделе «Отладки» включаете режимы «Отладка по USB», режим разрешения отладки ADB только при зарядке и третий режим «Включить проверку атрибутов». После этого вы включаете на телефоне Bluetooth, и теперь, если у вас разъем Type-C, а не micro-USB, вы берете кабель, который не только для зарядки, но и для передачи данных, подключаете его к программатору, программатор вставляете в любой разъем USB, который выдает питание, лучше в любой блок зарядки. Меняете назначение кабеля на передачу данных и после этого благополучно включаете программу. Выбираете ваш тип джойстика, нажимаете на нижнюю кнопку со значком для соединения, после создания пары делаете мэппинг. И далее выбираете режим работы, флешплей и все. Сделать все это можно немного проще, если вы скачаете эту программу из Play Market, и она будет на русском языке. Обязательно не забудьте обновить прошивку для девайса, но у меня мэппинг при использовании программы из нашего Play Market не работал, и приходилось тестить девайс с кабелем, а я вам скажу, что это крайне сомнительное удовольствие. Резюмирую я сегодня тем, что первые сутки я был в шаге от того, чтобы разбить этот пульт молотком, показать вам фидбэки на его покупку с 1 звездой на Алиэкспрессе, которую поставили пользователи с малым терпением и отсутствием инженерной жилки. Но хорошо, что я разобрался, и теперь он для меня самый лучший джойстик в мире. Конечно же, для телефона. И не пишите мне про читинг, я вообще в PUBG играю по причине особого мазохизма. В десктопной версии топ-1 в соло я брал всего один раз за прошлый год, и то случайно, а на телефоне я вообще молчу. Так что для всех, кто играет в телефоне, переходите по моей ссылке и покупайте этот агрегат. Он вас точно не разочарует, хотя если вы не умеете играть, он вряд ли вам чем-то поможет. А для тех, кто хочет получить его бесплатно, алгоритм таков. Открываете подписки, подписывайтесь на меня, репостите мое видео в ВКонтакте или Фейсбуке, и в комментарии под видео пишите «репостнул», ссылка на ваш ВК или Фейсбук и порядковый номер. Допустим, до вас была запись «репостнул», ссылка Дима 3, значит вы пишете «репостнул», ссылка Дима 4. И 15 апреля я через Google Randomizer разыграю этот девайс. Напоминаю, что на канале также стабильно 15 и 30 числа каждого месяца разыгрываются Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Условия просты. Подписка, лайк, колокольчик и коммент к любому видео. И вы в розыгрыше навсегда. Только подписки не забудьте открыть. Следующее видео будет про наушники Honor FlyPods Lite. Беленькие, по просьбам подписчиков. И я их тоже разыграю. Видео минимум 3 раза в неделю. Добавляйтесь ко мне во все соцсети. Особенно зову всех в болталку в Телеграме. Все ссылки на мои контакты в описании к видео. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья.